Всем привет, ребят! Сегодня мы продолжаем проходить The Beast Inside. Собственно, мы забежали в дом, решили спрятаться от мужика какого-то, который прятался от нас в сарае. Мы его там не нашли, и он забежал в дом. Собственно, у нас все тут поперевернуто немножко. Эти черные свечи опять не горят. Какого, собственно, художника? Так, одно оставить. А на столе свечи погасили. Ты погасила свечи. Загадала желание. Бля, не усраться. Так, он еще тут не горит. Портрет скошен. Маятник не работает. Какого хера? Как они ходят? Мужик стоял. Лысый весь. Не знаю, как часто мы будем постоянно зажигать эти вот. Я буду строчить. Полил, конечно. Взял бы в руки подсвечник, там, я не знаю. Начал бы, хоть как-то принимать меры обороны, так сказать. Давай наверх. Вот они. Видно, ни хера. Так, закрыто. Тут мужика мы встретим. Давай, закрывай окошки. Хватит там. Говно. Всё. Постоянно что-то. Да, это на окно надо только забивать, походу. Оно, кстати, и было забито. Ладно. Давай, подходи по одному, я заебну. Тут говна полно. Этих фарфоровых. Беспонтовых. Статуэток. О, красивенько. Шкатулочку закроет. Потом закроет тумбочку. Работает. Тумбочек-то тут до хрена, кстати. Все полезно. Все пригодится. Здесь, пока ты шаришься по тумбочкам, у тебя какая-нибудь падла сзади не подкрадывается. Чтобы это ячейки навалить. Подожди, можно же. Подвигаем стульчик. Чтобы ни хрена не увидеть. Ну, судя по всему, надо шарашить куда-то в это. Тут была тумбочка с бурбулятором. Надо шарашить куда-то в столовку. Наверное, все закрыто будет. Но есть, конечно, резон все это дело осмотреть. Вот, допустим, на предмет спичек. Подобные херни. Это бутылек. Видишь? Как заправлять лампу? Чтобы заправить лампу, откройте инвентарь, найдите бутылку керосина, нажмите пробел. А он автоматически не хочет мне заправить. Вот тырок. Внутри тоже небезопасно. В доме теперь тоже творится это безумие. Он был так близко. Я почти мог до него дотронуться. А потом он пропал, не спрятался, просто испарился. Если это произошло на самом деле, то получается, я видел призрака. Может, у меня воображение разыгралось? Но это значит, что я сошел с ума. Мне не нравится ни один из этих вариантов. Кто он такой? Что ему от меня надо? И почему это происходит? Ведь я только начал приходить в себя после того, как провел добрый десяток лет в том ужасном месте. В каком это месте провел? Давай используем. Одна банка керосина — это пол лампы. Хрена себе. Будет, конечно, резонно это все дело экономить. Закрыто.
Все закрыто. Так, а мы с отцом стоим напротив его гостиницы. На фото мне 7 лет. Читаем. Джейкоб и Николас. Моя 80. Он отругал меня за то, что я корчил рожи и кривил спину, хотя, как видите, стоять ровно не мог. Стоять ровно не мог именно он. Отец устроил мне сбучку, которую я не заслужил. А нет, оба ровно стоят. Так сказать, без нареканий. Ну, давай-ка спичку. Керосинку берем. Правильно. Поэкономим чуть-чуть. Уже больше нету. А вот, смотри-ка, свечка еще одна есть. Спичек-то до хрена. Керосина маловато. Вот. Там где-то в ящиках до хрена же этого свечек лежит. Тут они неспроста, конечно, так именно в таком, ну, в таком положении стоят свечки, чтобы ты рался побольше. Ладно, пойдем вниз. Смею заметить то, что у тебя куча подручных. По идее, если стараться, можно побраться. Нет. У тебя под рукой вот тут до хрена, как бы, я тут утюжок бросал. Видишь, бросал. Ну, короче говоря, тут есть чем отбиваться, просто швырять там предметами. Или на коняк просто свали из дома и нахуй тут больше никогда не появляйся. Нет, он же прется в самые эти темные уголки. Больше кирпичи откладывать. Так, первым делом свечки. Ёб твою мать. Было страшно. Только с таким звуком еще в наушниках, блядь, тут обосрешься. 10 тысяч раз. Потому что ничего поджечь нельзя. Не видно же ни хера. В тромбоне кто-то пилит постоянно. Рваный. Так, это что у нас? Тумбочки, да, какие-то? Херово. Керосинку уж очень не хочется тратить. Ибо керосинка-то имеет свойство кончаться. Пошире это дело открою. Кошочки, кувшинчики. Кстати, сейчас были все шансы перевернуть свечку. Но она как прибитая. Не шаволится. Тут взять нечего, да? Надо у мужика тромбон отобрать. Гоняет. Оживиться нечем. Ложечки, вилочки. Поварешечка. Они же половники. Да ни хрена тут нет. Так, комодик. Давай комод посмотрим. Она. Комод, буфет. Наверное, это все-таки буфетом, наверное. Ближе к буфету. Так, как керосинка. Надо закрывать, чтобы добраться до вот этих ящиков. Тут ни хера. Тут хера. Тут ни хера. Ну и все, собственно. Пошли дальше. Ложку в отдельном, блять,
Коробочки хранят. По-моему, нужно. Кто-то ломится в дверь подвала. Можно проверить. Может быть, не стоит, а? Возьми с собой тот стул, я не знаю, скалку, топорик на всякий случай. Иди проверяй. Блять, тут еще портреты, конечно, в тему стоят. Куда все это кровь, господи боже. Господи. Есть еще свечи? Народ. Вот это одного мужика в темноте можно насрать в штаны. Так что еще и в затылок обосрешься. Надо вот это вот, блядь, разобрать всю эту ахинею. Потащили ее куда-нибудь. Так, допустим. Кучика. Надо какие-нибудь пути отхода искать, я не знаю, удирать, может, придется. Я могу открыть дверь? Бочонок с медом, Миша. По воду попугаем. Блин, я не знаю, что страшнее, в доме находиться или возле него. Ладно, смотрим. Ведерко. Тут у нас нож. Вот. Блин, ну куча оружия. Просто чувак. У тебя, блин, как говорится, все дороги открыты. Я вот этого мужика зловещего убрал еще. Он довольно-таки стрёмно еще и даже вот свою керосинку достает. Угу. Постучится, дверь моя. Это дверь подвал. Да, это она. А давайте мы не будем ее открывать. Еще по роялю долбить кто-то начал. Тын-тын-тын-тын-тын. Новая запись в дневнике. Ну давай почитаем. Он больше не вернется, если вообще здесь был. В коридоре. В коридоре целое море крови. Я слышу стук. Меня всего трясет. Кто-то без остановки молотит по двери в подвал. Ну, кто-то, блядь, еще и на тромбоне хуярит и долбит по клавишам. Что, собственно, нагнетает атмосферу. Это он? Ждет меня там. Я боюсь повернуть ручку, но неизвестность пугает меня еще больше. Тут так-то все на замок закрыто. Ну, в принципе, освещение, ну, такое себе, но хоть какое-то есть, конечно. Давай дверь откроем, если что, чтобы уебывать по-резкому отсюда. Теперь дверь не открывается. Не по фэншую. Открывается. Так, куда бы ее подвинуть-то? Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Так, давай вот развернем это дело. Да я сейчас открою, подожди. Это как менты ломятся. Да, пиздец, застрял. Ну пока он стучит, значит дверь закрыта. Хорошо. Прям придвинем ее к стеночке. Чтобы если что, можно было и на кухню съебать, и по прямой. В эту открытую дверь. Так, мужик, ты хорош.
Открой. Там никого, да? На их улице случался. Как кошак, знаешь. Ломится в дверь, а потом никого. Ну-ка, сейчас он будет стучать. Ух, заходим. Да? И посмотрим, хорошая ли эта идея. Ну-ка, сразу в башку пикается. Это рамка для картин. Даже рамки для картины зловещие. Ну нахера ты туда идешь? Ты чё, идиот? Тут, блядь, кровь по стенам, нахуй, а он в подвал лезет. Ибаной. Пойдем. Да, свидули. Все. Я туда не пойду. Сука, урод. Новая запись в дневнике. Так вот почитаю. В подвале тоже кровь. Что так дергаешься? Больной, блин. В подвале тоже кровь. Много крови. Джета точно не выжила. Я пойду по следу, но от одной мысли, что я могу там найти, мне тошно. Скорее не тошно, а мне, блядь, сыкотно. Потому что сейчас будет скримеры, хуимеры. А он занят. Странно. Лошадка. Лошадка. По-любому будет, пока мы там что-нибудь читаем, исследуем, рассматриваем, бла-бла-бла, там пока отвлекаемся, хуяк, что-нибудь выпрыгнет и так далее. Первая реклама гостиницы моего отца. Тогда он сказал: мы справились, сынок. Что такой серьезный сынок? Гостиница Hillside Inn открыта. 40 комфортабельных комнат, райский уголок в самом сердце горной деревушки. Вкусные обеды. Неподалеку от знаменитой пилитной шахты Кэролайн. Будем рады вас видеть. Прощаю. Ничего. Ладно, окей. Вот, блядь, возьми ты в руки сковородку. Возьми ты коня в руки, я не знаю, жопой танкуй там. Что-нибудь придумай, блядь, чем отбиваться. Тут всякая херня на тебя может полезть в любой момент. Он керосинкой бегает, только светится. Как дурачок. 36 спичек. Ящиков больше нет. Нам туда. Подвал большой. У него отличается. Это кошка была, да? Я так понял. Такие. Конку бери, дубина. Конкой танкуй. Тут ничего не взять. Ни топор, ничего. Только спички ходит подбирать. Блин, пиздец. Вот дурак. Ой, дурак. Вот что мешает стулом переебать? Я понимаю, подвал заворотили, да, какой-то имеет? Закрыто. Света нет. Еще и ползти надо. А потом, скорее всего, надо будет драпать. Подвал. Специально тишина. А потом как побежим с такой кучкой в штанах. Ты что, пригнулся? Спасибо, я пригнулся. О, тут еще и портретики. Поберем штаны, Саша.
Сзади. Ну, будет скример, но гадалки не ходи. Плавали, не знаю. Ну, не, можно брать вообще? Какая-то фобия от этих картин разовьется. Валяйся, может. Не видно уже. А можно как-нибудь? Ну, подвинуть. Видимо, нет. Ну что, приготовились? Вот есть другой вход. А может, блядь, не стоит туда вообще лезть? Дура. А, бочки поставим, не знаю. Хотя тут просто целиком. Зажигай лампу. Ага, отмычка. Ножницы с проржавевшими лезвиями. Они очень старые, но до сих пор рабочие. Это, блядь, секатор какой-то. Для яиц. Добавлено в инвентарь. Сразу в голову нахер надо отсекать. Он упадет. Новая запись в дневнике. Черт, не открывается. Может, в моем чемодане найдется что-то, чем можно открыть эту дверь. Выбраться из подвала. Из-под двери изнутри течет еще больше крови. Там произошло что-то ужасное. Мне нужно туда попасть, но эта дверь заперта, а на боковой и вовсе замок. Только крови. Она такая свежая, словно все произошло совсем недавно. Надеюсь, это никак не связано с моим отцом. Но это, наверное, связано с убийством. Так, а по заданию у нас что? Наверное, написано. Нужно пробраться туда. Остается надеяться, что это не кровь моего отца. Ну, стоит надеяться, конечно, что это не кровь отца, но нужно какую-то отмычку искать. Тут он прям написано, что отмычка нужна. Так, готовимся к скримеру. Главное этот, как стенки подальше немножко держаться, а то он когда прижимается, он... Ёб твою мать. Ты, блядь, дурак. Мне мерещится. Ну да, блядь, мерещится. Жесть какая. По-любому эта курва еще раз побежит, да? Да. Это за чертовщина, похоже на корни. Нужно избавиться от них, прежде чем уходить из подвала. Секатор, точно. Нет еще керосин. Ошибись. Ну, что керосин самостоятельно не заправляется. Прям засада. Давай. Режь-то говно. Я режу эту шнягу, наверное, сейчас. Еще одно падла нападет. У меня секатор еще остался. Нет. Кто пиздует? Здрасте. Ну и что ты палишь? Иди домой. Я, кстати, тут себе пути отхода поставлял. Блять, позакрывали. Ну что там? Ладно. Ты вылупился. Залупа.
да. Не пойду. Где, интересно, отмычку искать? Красовый. Не видно этого чувака. Пошел он в жопу. Полночь. Перезвон. Значит, часы, которые тикают, но не ходят. Не начали звонить. Все равно к этому пидору, да, идти надо. Бля. Ладно. Шо мне шухариться, мы решили скрыться. Закрыто. Кто-то копался в моем чемодане. Понятия не имею, зачем я взял его туда, где провел последние 10 лет. Я даже не помню, от какого он замка. Так, давай-ка посмотрим. Я выбрался из подвала, его нигде нет. Может, стоп, второй этаж. Опять этот стук. Кто там? Что если это он? Да, этот кошмар закончится. Ну, тут если просто эту лампу убрать, то немного получше видно. Так, ну ключик я взял. Здрасте. Пример. Вы кто такой? Отойдите. Слышите меня? Держитесь от меня подальше. И все, я вырубился. Глава 3. Я и представить не мог, что старый дом моих родителей, куда мы с Эммой решили переехать, есть столько секретов. Я нашел на чердаке под полицей дневник некого Николаса Хайда. Пока я читал его, меня бросало в дрожь. Не знаю, что происходили эти жуткие события на самом деле, и это вовсе были бредни того самого Николаса. Ну, самый такой, в принципе, страшный был скример, это вот в подвале, когда эта падла, блядь, ползла на тебя. Ну, а так, в принципе, еще пока вроде, ну, страшная игрушка. Черт, остальные страницы кто-то вырвал. Странно, я был на чердаке, и нужно показать дневниками, вдруг заинтересуется. Глава 3. Кровавое приветствие. Найти Эму на первом этаже. Ну, у чувака явно, мне кажется, будет ехать колпак. Двустороннего мира. Кстати, ничего не поменялось, как я тут все пошвырял. И дом как раз заодно, да, изучим, что, блядь, в потемках, если что, по нему перебираться, потому что керосин, что не резиновый. Кстати, он опять можно бросить курить. Взять и бросить курить. Инвентарь. Ключ Николаса Ди. Мне кажется, он пригодится где-то не здесь. Обычно там просто помечается, как те предметы, которые можно взаимодействовать. Но используя предметы, ну, зловещая какая-то комната. Тот пидор вот там прям так стоит вот у меня, блядь, смотрит своими глазищами. Прямо тут. Родная, ты не поверишь, на что я наткнулся. На какого-то пидора в белом, блядь. На мимо какого-то. Эй, Эмма, ты меня слышишь? Эмма. Сейчас она повернется с таким еблом. Страшно.
Я звала тебя, но ты никак не реагировал. Где ты был? Я рыскал по чердаку и нашел вот это. Кстати, электричества нет. Дневник? Что? Похоже, сломался предохранитель. Будь лапочкой, сходи в подвал и почини его, пока не стемнело. Здесь нужно навести порядок, и чем раньше мы этим займемся, тем лучше. Но ты и сам это понимаешь, правда? Да, верно, верно. Пойдем спустимся в подвал. Пойдем чинить лампочки, лямпочки, все. Да что с ним? Говорит со мной так, будто я на клумбу ее матери нассал. Да, можно опять бросить. Что мешает? Просто вот идти вот так с ключом и как в фильме «Супер» разносить ему голову. Причем же явно меньше будет страшно. Найти фонарик на чердаке. В подвале темно, хоть глаз выколи. Мне нужен фонарик. Может что? В подвале темно, хоть глаз выколи. Мне нужен фонарик. Может на чердаке найдется. Там полно всякого хлама. Он заодно это парно мне относится. Он не проходит. Серьезно, тебе ключ мешает. Ходом правда ключ мешает. Очень план. Будто, блядь, не знаю. Там еще и наковальня к нему привязана. Че он не спускается? Что за хрень? Что за стрелки? И это надо включить. Да ладно. Даже свет не помогает. Че за хуй? Эй. Ну, рякс. Ну, давай попробуем, может, что-нибудь подергать. Проверь. Проходит. По заданиям. В подвале темно, хоть глаз выколи, не нужен фонарик. Может, в чердаке найдется, там полно всякого хлама. Понятно. Надо сначала на чердак, прежде чем в подвал лезть. Так он отказывается. Сука. Чердак. Угу. Тут коробок-то немного. Ключ, нож. Ну, судя по всему, тут двойные двери, и потом это все будет тоже как-то открываться. Проверка. Проверка. Типа старый, но рабочий, очень мощная лампочка и фонарь. Все. Проверить электрощиток в подвале. Трум, трум, трум. Попиздили, короче говоря. Даже как фонарь теперь включить? О, как тебе фонарь включить? Смотрим управление тогда. Управление. Зажечь лампу F. Фонаря. А фонарь что, лампочкой не является?
Что-нибудь открой, покрути там, я не знаю. Ну да. Сам его должен включить был по этому, по сцене. Господи боже. Лошадка. Я узнал тебя, лошадка. То, что там пидор в белом бегает, так это ничего. Это он не узнал. Эта лошадь будет мне в кошмарах сниться. Нет, мне в кошмарах будет мужичок этот снится, который пялит на тебя. Спички, да? Поджигал он тут. Часы вот эти сраные 10-20, которые тормознули. Так, а щиток у нас получается... Он стоит где-то вот предохранитель. Там же где и щиток. Сначала, наверное, надо свет включить, а потом уже, да, шариться тут. И керосинки лежит. Странно, одного не хватает. Его что, специально вытащили? Поискать сарай. Нет. Возможно, запасной предохранитель есть в сарае рядом с домом. Ключ от сарая возле дома кажется очень хрупким. Возьмем. Баночки, ничего, в принципе, полезного, чтобы такого взять, тут нет. Я так понимаю, то, что когда в реальном времени, то есть в 1970 году, тут, наверное, может быть, скримеры там туда-сюда это и будет, но по первости как бы никаких взаимодействий с предметами вряд ли. Ну-ка, стой. Ну, может, тут еще журналы с порнушками будет. Да. С лошадкой тут, конечно, нагнетание было ударное. Готов поспорить, звук этих часов напугал немало людей. Ну да, которые тикают, но не ходят. Я бы не сказал, чтобы они прям страшные. Они не в тему, короче. Нахрен держать дома часы, которые не работают. Вещь очень старая, но в отличном состоянии, мне нравится. Не похоже, что время повредило эту штуковину. Так что, возможно, я смогу взломать на ней парочку замков, наверное, да, написано? Вот. Не успела прочитать. Ну, наверное, замков. Надо какие-то отмычки искать или что-то в этом роде. Может быть, фомкой даже лопнуть. Операция. Я не догадался. Надо попиздили в сарай. Он же тут был? Ну да, он тут. Как пробраться тогда в него? Взяли, дверь заложили. Похер. Это, блядь, мой сарай. Не знаю, давай обойдем еще. Там не пробраться в него. Как они это хотели, чтобы я попал туда? Через забор? Пасть-то я в него, ну, сюда попал, но убираться-то как? По-любому назад надо будет. С предохранителями идти. Ну, понятно. Просто обходишь и будет тебе счастье. Свирк, свирк, свирк. Лестница. Ну, погнали, чё. Ключик используем. Лампочки. Черт, здесь нет предохранителей, естественно. Что за нах? И вот заиграешь за этого персонажа, он матерится. Кто в краске измазался и ходил тут стены трогал.
О, черт, откуда вся эта кровь? Должно быть сердце по всем законам жанра. И голова еще. Так, Сайн, короче, это дело. Это распашонка, да, по-любому чья-то? Окровавленная рубашка, причем кровь, похоже, свежая. Как она здесь оказалась? Как она тут оказалась? А кто это? О, какой хороший-то. Вот что мешает ему взять его? Зачем им приносить сюда барахло из моего кабинета? Так, инструкция по работе с локатором. Я в этом ничего не разбираюсь, но автор, думаю, знал, о чем пишет. Только логичнее было бы написать, я в этом просто не разбираюсь. Далее. Так, читать. Позволяет проводить углубленный анализ кинетической энергии, которая остается в так называемых квантовых следах. Это позволяет идентифицировать силуэт людей и других живых организмов. Бла-бла-бла, нахер мне это читать? Локатор помогает обнаруживать и проводить анализ так называемых квантовых следов. Это позволяет видеть краткие воспоминания людей из прошлого, включая их точное местоположение и активность. Использовать локатор на практике мне пока не доводилось, но нам приказали носить его на всякий случай. Лучше бы выдали пистолет, а еще а не еще одну хреновину от умников из СКОЛ. Мгм. Да, пистолет бы тут вообще не повредил, но коробочку выкинул. Помойщики. Так, ну все, да, вроде? Пора это тут. Окей. Господи, Эмма, чуть со страху не обосрался. Ну все, открывай дверь. А, родная. Там никого. Ну, это следовало ожидать. Сразу за прибор схватился. Такой был, по-моему, у Эйлен Рипли или же Охотника за привидениями. Кому как удобнее. Что-то не так, может локатор поможет разобраться. Чтобы взять и убрать устройство X, локатор позволяет обнаружить электромагнитные и квантовые следы, квантовые облака. Этот значок означает, что неподалеку находится облако. Ты человека, который раньше был в этом месте. Ну, давай. Надо только научиться этим пользоваться нормально. Чтобы найти квантовое облако, используйте индикаторы на экране локатора. Расстояние до облака отражается в процентах, а зеленые линии возле индикатора показывают, в каком направлении вам следует двигаться. Когда локатор обнаружит ближайшее облако, вы услышите короткий звук. Ага. То есть топаем в этом направлении, но только надо будет обойти. Это не такой звук. Это просто кто-то долбит по клавишам. Ну, то отсюда-то выход, понятное дело, один. Нужно следовать за локатором. Зеленая линия границ экрана, ну, показывает, видимо. Так вот. Да, куда-то работает. Вот в этом направлении. Я на месте. Теперь нужно использовать импульс, чтобы появилось облако, а затем его просканировать. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выпустить импульс, который метод открывает это положение. Это, наверное, херня надо сканировать. Сканирование квантового облака. С помощью этого прибора можно сканировать облако. Удерживайте левую кнопку мыши. Ну еще. Локатор что-то нашел. Здесь кто-то был. Похоже, он оставил тут свою одежду, и вся она окровавлена. Пытаюсь найти больше следов. Плохо дело. Нужно узнать, что здесь произошло. Это уже не надо, да, сканировать? Понял. Подожди. Спрячем, может быть, надо так осмотреть.
Зловещий дом пойдем. Давай почитаем. Если нет. Предохранителя нет. Повсюду окровавленная одежда. А в сарай, кажется, кто-то проник. Очень подозрительно. Хотя, может, из-за стресса мне разыгралось воображение. С другой стороны, мне нужно убедиться, что мы в безопасности. Если не ошибаюсь, этот прототип может обнаружить следы человека, который раньше был в этом месте. Сильное поле квантовых частиц, немного удачи и наука. И я смогу увидеть силуэт человека из прошлого. Ну, понятно. Так что мы будем идти вот по этому следу или что? Давай. А, прям сканер как это. Валим Resolution. Это точно. Что мешает, правда, да? Пожалуйста. Он и фонарь включил. Локатор был. Бум. Пойдем туда куда-нибудь. Не нашел он предохранитель, ни хера. Ну, это жену просканировать на наличие. Я думаю, она привидение. Понятно. Не знаю, пойдем наверх. Может быть. Периодически интересно. Семь, 2, 1, 0%. Надо по процентам ориентироваться. Я уже забыл, нахрена он пищит. Нужно посмотреть, откуда идет сигнал. Ага, вот он. Проценты прибавляются. Он использует типа, чтобы корное облако появилось, иначе я ничего не увижу. Так. Что-то есть. Прям охотники за привидениями. Ой, не гонокал. Нашел источник сигнала, не могу показать. Тоже рядом сигнальная аномалия. Уничтожить аномалию. Облако по природе нестабильны, и на точность показаний могут влиять аномалии. Такие аномалии придется уничтожить, а обычно они находятся поблизости. Чтобы обеспечить себе поиски, щелкните правой кнопкой мыши. Чтобы уничтожить аномалию, выстрелите в нее электромагнитным импульсом из своего устройства. Удерживайте левую кнопку мыши, а затем отпустите, чтобы выстрелить электромагнитным импульсом. Освещенные участки вокруг экрана локатора указывают на количество аномалий, которые необходимо уничтожить. Как долбить-то, блядь? Может быть, точно надо как-то подойти к этой херне? Вот аномалия. Нужно зарядить локатор и выстрелить в нее лучом. Надо ближе, значит, получается, подойти. Схожу, залез. Обойти тогда. Аномалия. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Аномалия. О, вот аномалия. Стабилизировать квантовое облако. Ну и тоже в аномалии вертись квантовому облаку. Идем назад.
Что-то пострелушки с какими-то квантовыми облаками. Нахрена это придумал? Получилось, выходит, недавно здесь кто-то был, воспользовался этой что? Куда-то туда ехать. Локатор обнаружился, да? Очень надо еще и по лесу походить, да? Не только по дому. Примерно верно, да. Куда-то сюда. Это ёбань еще вокруг дома проходил. Происходило. Просто так я дальше не пойду, но может получится использовать абордажный крюк. Взять веревку в беседке. Абордажный крюк. Надо ничего, стрелять. Видимо, нет. Точно. Готово, теперь можно стабилизировать облако. Получилось, выходит, надо, здесь кто-то был, использовался веревкой. На веревку беседки. Вот это и есть беседка, я не знаю. Как я тут хотел-то? Где беседка? Вот. Спрятать, присесть, взять веревку. Теперь идем. Да. Надо как-то притянуть его. Оп, все, я вижу крюк. Получилось, выходит, недавно здесь кто-то был, воспользовался этой веревкой. Так а что это конкретно сделать? Закинуть куда-то, что? Еще раз достанем. Он поднялся наверх. Так, бросим, вращаем. Вот так. Ну, значит, дальше идем. Ладно. Ходить будем, мы чувствую, так-то еще долго, что-то исследовать, изучать. Это будем продолжать в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и удачи.